Мой муж просто не может остановиться, пока не съест все эти кабачки. Тонко нарежьте кабачки, посолите и оставьте на 10 минут. А пока кабачки отдыхают, возьмите ломтик ветчины и заверните в нее кусочек сыра. Теперь просто сверните рулетик. Не забудьте подписаться, если ваш муж тоже хочет кушать каждый день. Возьмите бумажное полотенце и промокните кабачки. И поделитесь в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Положите конвертики из ветчины с сыром на ломтики кабачков и сверните вот в такой рулетик. Муж сказал, что это лучшие кабачки, которые я когда-либо готовила. И они исчезают быстрее, чем я успеваю их приготовить. Если вы тоже так считаете, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте поделиться с друзьями и подружками, которые тоже любят такие вкусные рецепты из кабачков. Теперь разбиваю в миску яйцо, просто размешайте его вилочкой. Берем рулетик. Сначала обваляем его в муке со всех сторон, хорошо. Затем окунаем в яйцо. И хорошенько обваляйте его в панировочных сухарях. Такая панировка получится просто идеальная. Она даст идеальную хрустящую золотистую корочку. Разогреваем сковородку с растительным маслом, выкладываем рулетики и жарим на среднем огне, пока не образуется красивая корочка. Другая сковорода, капля масла, бросаю горсть помидоров черри. Обжариваем буквально полминутки и добавляем щедрую горсть рубленого чеснока. Сюда же итальянские травы, соль по вкусу. И обжариваем все очень быстро, не больше 1-2 минут. Когда кабачки обжарятся с одной стороны, аккуратно переворачиваем. И обжарьте с другой стороны еще буквально пару минут. Я уже просто не могу дождаться, чтобы скорее попробовать. Только послушайте этот хруст. А внутри столько сыра. Ням!